Наша планета Земля преисполнена прекрасными природными явлениями. Одно из самых сказочных – это аврора, сияние. Происходит оно из-за постоянных бомбардировок магнитного поля солнечным ветром. Возле мест силы на магнитных полюсах, северном и южном, потоку ионизированных частиц удается прорваться сквозь барьер, столкнуться с кислородом и азотом. В результате освобождаются фотоны, раскрашивая небо зелеными, розовыми или красными оттенками. Это приключение началось еще дома, после полного осознания и принятия этого факта, что мы купили билеты за Северный полярный круг, а именно в город Тромсе, что в Норвегии, на 500 километров севернее резиденции Санта-Клауса, в окружении фьордов. Тут даже находится самый северный в мире футбольный клуб, католический собор, пивоварня, ботанический сад, планетарий и университет. Это одно из лучших мест для наблюдения северного сияния. Заснеженные горы вдалеке, придавлены к земле собственной тяжестью. Лес мертв и молчалив. Весь мир безмолвствует. Белый и пушистый снег укрыл все вокруг. Но мороз лишает всех остальных, в том числе и человека, права на голос. Первым делом мы должны выбрать транспорт. Варианта у нас два. Экскурсия с опытным водителем, бусом, гидом, у которых навалом горячего шоколада на целых 8 часов экспедиции, но группой туристов в 12 человек. Либо арендовать машину, поехать по ночным неизвестным для меня дорогам без опыта вождения в зимний период, но зато в романтическую поездку для двоих навстречу сиянию. Если вы смотрите это видео, то мы не разбились, мы не замерзли насмерть. Ты, конечно, Audi, но, надеюсь, покажешь нам рождественское чудо. И мы назовем тебя Рудольф. Пойдет ли это? Машины здесь очень дорогие и могут стоить чуть ли не в 2 раза дороже, чем в той же Германии. А завозить их нету смысла, потому что налог делает это невыгодным. Аренда машин здесь тоже дорогая, но мы выбрали сервис GoMore, который позволяет арендовать машину местного, и сэкономили почти вдвое, заплатив лишь $60 за Audi A4. В стране более 100 тысяч электромобилей. Для них нет платы за парковку, нет платы за переправы на пароме, а с 2025-го в Норвегии вообще перестанут продавать легковые на бензине и дизеле. Ну а мы уже поселились у милой норвежской семьи и заняли их комнату на мансарде за каких-то... 100 евро за ночь? На чердаке? Тут я впервые ощутил на себе понятие норвежского культа уюта. Кус. С датским Хюге я еще не знаком, но думаю, в этой северной холодной стране, где полгода царит зима, а солнце может выходить лишь на пару часов, любой уют воспринимаешь как что-то вдохновляющее, дающее надежду, особенно если оно еще и греет тебя. Каждый ощущает Кус по-своему. Для одного это прогулки под северным сиянием, для другого это ужин в семейном кругу. Being with family and having time with them and maybe fire in the fireplace. My work is being a teacher, and that is very cool. Just being relaxed, finding peace in my soul. That is cool. I can relax at home with my dog, take him out for walks. Это выпитая с удовольствием чашечка кофе. Последний здесь очень любят. По данным Всемирной кофейной организации, Норвегия занимает 2-е место по количеству выпитого кофе в мире. Примерно 9 килограмм на человека в год. Сразу в первую ночь по приезду мы выдвинулись на Эрсфьёботтен. Это было ближайшее неосвещенное место вдали от города. Ведь именно в таких местах мы максимально раскроем все краски Аурора Бореалис. Так что женщина местная просто проходила мимо и поздоровалась с нами. Приехали на один из фьордов, самый ближайший к Тромсу. 30 минут всего езды, и надеемся увидеть, застать северное сияние.
Чудное местечко с прекрасным ландшафтом высоких гор и залива холодного Норвежского моря. Пока мы на холоде ждем сияния, я расскажу вам немного о Норвегии с населением чуть больше 5 миллионов человек, которые на сегодняшний день зарабатывают в среднем 4700 евро в месяц. Такая зарплата была не всегда. Раньше тут выживали простые земледельцы и рыболовы, по крайней мере до 1969 года, пока в Норвегии не нашли нефть и газ. Сверхприбыль норвежцы не тратили, а направляли в фонд будущих поколений и уже накопили 871 миллиард долларов. Как вы поняли, Норвегия является одной из самых богатых стран мира. ВВП на душу населения 74 400 долларов. Даже больше, чем в США. Но деньгами здесь не ссорят. Благодаря гибриду рыночной экономики социализма, чем больше ты зарабатываешь, тем выше платишь налог. Благодаря этому образование абсолютно бесплатно, как среднее, так и высшее. Медицина также бесплатна, а расходы на нее самые высокие в мире. Почти 10 тысяч долларов на человека в год. Быть пенсионером в Норвегии – одно лишь счастье. С базовой пенсией от 27 тысяч долларов в год и разнообразных льгот. В Норвегии пожилые люди не ездят в маршрутках. По льготам они могут заказать себе целое такси. Тем временем на Ærfugrbotn шло уже 15 минут волнительного ожидания. Волнительного, потому что сияние может как начаться, так и закончиться в любую минуту. К сожалению, в этот вечер индекс упал ниже плинтуса, где-то к 1,3. Мы всматривались в темные горы, окутанные снегом, и не видели ничего, кроме звезд и какой-то странной серой тучки. Я навел на нее камеру и увидел еле заметное зеленое свечение, которое не видел глазами. Оставалось лишь правильно снять. Блин, на видео не видно, но когда фоткаешь с выдержкой, вау, какое оно красивое. Сегодня, к сожалению, небольшой индекс солнечного ветра, но то, что получается на фото, я вижу немного такое, что-то светленькое, на зеленое не похоже. Но, блин, на фотках это красота. Мы с тобой в одной лодке и хотим запечатлеть Аврору вместе. Так что давай разберемся, какие факторы влияют на прекрасную картинку, которую не стыдно показать. Первый – это геомагнитная обстановка. Нас интересует прогноз солнечных вспышек. Заходим на сайт Института Аляски и смотрим на индекс. Чем выше, тем красочней. Второй, конечно, погода. Тут все просто. Плохая – наш враг. Тучи, заметель, облака будут портить кадр. Третий – ночь. Чем она длиннее, тем больше вспышек мы сможем заметить. Ну и самый главный – это удача, чтобы все эти факторы сошлись. Желательно иметь профессиональный фотоаппарат. В моем случае это Sony A6500 и широкоугольный светочувствительный объектив. В моем случае это Sigma 16 мм с диафрагмой 1.4. Сияние трансформируется очень быстро, как флаг на ветру, поэтому выдержку ставим не больше 10 секунд. Открываем максимально диафрагму, а дальше уже крутим ISO. Также очень важный фактор – это фокус. Мы ставим его всегда на ручной режим. Мне повезло, у меня есть приближение, зум приближения того, что я буду фоткать. Вам сейчас не видно из-за того, что я снимаю на мобильный, но я вижу звезды, насколько они четкие. Это самое чудесное, что я видел за свои 24 года. Класс. И вот настал тот долгожданный момент, ради которого мы забрались столь далеко, на север. Чудесный танец инопланетного происхождения. Я тут говорю, что как холодно, но на самом деле средняя температура января минус 4 градуса в этом месте. К примеру, у зрителя на той же широте в России за окном температура достигает до минус 35 градусов по Цельсию. А все благодаря Гольфстриму, теплому течению, которое доставляет воду из самой Флориды через Атлантический океан и обогревает Норвегию. Лучше всего одеваться по принципу капусты. Снизу футболка, дальше идет термобелье и какой-то свитер. Конечно же, теплую куртку, шарф, чтобы не сдувало, теплую вязаную шапку. И тогда мы сможем все это по чуть-чуть снимать. Замерзшие, уставшие, но счастливые. Мы мечтали упасть в теплую кровать и погрузиться в мир грез, осветленный увиденным северным сиянием.
На следующее утро мне удалось почувствовать себя местным жителем города Тромсе. Скажу вам, это замечательное чувство. Мы заметили, что многие, даже уходя из дома, оставляют почему-то свет включенный. Какой-то один светильничек где-то сверху, где-то снизу, но оставят его, и он светит, как будто в доме все-таки кто-то есть. Вот как в этом доме сейчас никого нет. Они всегда смотрят телевизор, мы это заметили. То, что они включают свет, создает какой-то уют. Каждый домик подсвечивается. Из-за этого город весь светится. Только открыв глаза через незашторенные окна, передо мной уже открывался вид на заснеженные горы и уютные цветные домики. Заварив овсянку, мы с Людой встречали рассвет и мечтали проводить так каждое утро. Ночью не было осадков, но мне очень захотелось трусить снег с крыши автомобиля и здороваться с соседями, которые проходили мимо. Вчерашний северный фьорд запал глубоко в сердце, и мы выдвинулись в путь, чтобы застать его во всем величии при свете дня. К сожалению или к счастью, на все места, которые ты увидишь ночью, надо приехать с утра, потому что вот как оно красиво днем. Ничего подобного я раньше не видел. Мощные горы спрятаны под белоснежным одеялом. Чистейшая вода с Норвежского моря, прекрасного бирюзового цвета. Вода очень чистая. Буквально каждый камешек видно. Как будто декоративные домики укрыты снегом и, конечно же, чистейший воздух. Морозный воздух. Тут себя чувствуешь героем рассказов Джека Лондона. Пока не стемнело, мы выдвинулись еще дальше, на запад, в горы. Как в сказке, белоснежная сказка. И такая расчищенная дорога, просто класс. Мы постоянно останавливались и рассматривали местные ландшафты и деревушки. У меня такое чувство, что здесь живут сумасшедшие люди, в хорошем смысле этого слова. Солнце не выходит полностью, постоянно днем такой теплый, приятный, нежный свет рассвета или заката. А вскоре мы оказались в самой настоящей снежной пустыне Бросматинден. Вокруг было настолько тихо, что аж пробирало до мурашек. Мы отчаялись пройти аж туда. Что? Скользко? А прикинь ездить. Если туда. Да, туда аж пойдем. Встречать закат. Путь наш продолжился уже без машины.
Люд, посмотри, сколько нам назад идти. Туда спускаться. Вообще норвежцы очень интересно относятся к холоду. Мама с коляской, прям по дороге, везет своего ребенка. Холодина на улице, кошмар. Видно было, что она довольно далеко от дома. Местные говорят, что нет плохой погоды. Есть просто плохая одежда. По протоптанным следам мы пришли к краю Норвегии. Дальше только пару островков и холодное Норвежское море. В этот день температура опустилась до минус 14, но вид на уходящее солнце сквозь пейзажи, которые создавали лишь камни, снег и вода, согревал глубже, куда холоду не проникнуть. На протяжении нескольких дней мы исследовали сам Тромсо. Городу есть что предложить туристам. Как вариант, вы можете покататься на собачьей или оленей упряжке с вероятностью застать северное сияние. Что-то более быстрое, пожалуйста, снегоходы. А зимой сюда мигрируют киты, и есть возможность отправиться в сафари на местном судне. Ну а более бюджетным туристам можно осмотреть город, что мы и сделали. Лучшее место находится на горе Стурштайнен, высотой в 421 метр, где открывается вид на весь Тромсо, горы и Норвежское море. Туда мы добрались на Фьелхейзен канатной дороге, заплатив по... сколько? 25 евро за подъем и спуск. Преодолев 750 метров за 4 минуты, мы добрались на самую вершину. Если у вас нет возможности арендовать машину или тур, то северное сияние стоит встретить именно здесь. Ветер тут сильный гуляет, но это того стоит. Одно дело увидеть Тромсо с дрона сверху, другое своими глазами побывать тут, на самой вершине. Совсем рядом Арктический собор. Я сейчас попробую это произнести. Ишавскатедрален является уникальным культурным наследием Норвегии, шедевр северного минимализма. По своей форме напоминает айсберг. В воскресенье утром все прихожане приходят сюда на служение. Акустика внутри впечатляет глубиной реверберации. Если вам наскучит северное сияние, рекомендую посетить концерт внутри и послушать один из самых северных органов. Сейчас мы зайдем в такую старую красивую церковь норвежскую. На пристани находится корабль Полстьерна, сохранившийся со времен арктических экспедиций прошлого века. 100 тысяч тюленей было убито на протяжении плавания в 30 лет на нем. Смотрите только, какая здесь библиотека. Библиотека города. И вход сюда абсолютно бесплатный. Я могу взять любую книгу, любую газету. Смотрите, сколько газет. И также плюс здесь можно просто переждать время и согреться. Обязательно стоит совершить неспешную прогулку по центру города, умиляться цветными домиками местными, заглянуть в окна со свечечками и полюбоваться видами острова Тромсё. На вечер второго дня удача нам улыбнулась. По пути на Бросматинден мы заметили парковочный карман, с которого открывались прекрасные пейзажи гор, моря и норвежского поселка. 50 минут езды по полнейшей темноте с парой остановок для фотографирования слабого сияния оправдали себя. Поднялся сильный ветер, я спрятал штатив за машиной и поставил на таймлапс. Наша камера. Герой против ветра стоит и фоткает. На морозе, на холоде. Мы согревались и общались с Людой, пока не услышали крики соседней машины.
Оглянувшись, я своими глазами увидел, как зеленый огонь обжигает небо. Слабый, но все же заметный. Мы можем просто так снимать, Индейцы Аляски верили, что северное сияние – танцы душ умерших. Викинги считали, что отблески, которые отбрасывают оружие валькирий. Хоть мы были и не на поле битвы, но чувство, что я где-то между небом и землей, не покидало меня до конца. Последний полный день мы решились уехать далеко на юг, к горе Отертинден, в 100 километрах от Тромса. И хочу вам сказать, водить по северным норвежским дорогам – сплошное удовольствие. Вокруг постоянно менялись заснеженные горы. Посмотри, это же обезьяна. Профиль обезьяны, четко. Как это? Мосты и разноцветные домики. Хоть дорожную разметку почти не было видно, но машину ни разу не заносило. А если магистраль засыпала, то службы останавливали движение на одной полосе, очищали от снега и провожали конвой по другой. За все путешествие мы не встретили непроходимых дорог даже для машины с низким клиренсом. Спустя 1,5 часа мы были на месте. Гора в 1356 метров, возвышающаяся почти вертикально над дорогой, стала заключительным трофеем в этом путешествии. Отертинд, еще этот город называют Матерхорн Норвегии. После таких северных приключений постоянно хочется перекусить. К счастью, кухня Норвегии насыщена дарами северных морей, и еды норвежцам хватает. С февраля по март атлантическая треска мигрирует из Баренцева моря к здешним берегам, потому что тут теплый гольфстрим. Рыба проходит 1500 километров и пока плывет сюда, приобретает идеальную физическую форму. Одно мясо, чистый протеин, никакого жира. Ну и как же отказаться от вкуснейшего норвежского рыбного супа за 17,5 евро. Вся в специях, как будто мясо какое-то, курицу съел, если честно. Вау. Копченую и сушеную рыбу можно найти в любом заведении. В центре Тромсо на пешеходной улице очень интересный ларечек стоит. Интересен тем, что здесь продается хот-дог из оленины. Всего за 5 евро. Какой красавец. Еще можно погреться у костра. Ну, попробуем. Честно, похоже на обычную сосиску из свинины или из говядины. В супермаркете можно найти буквально все. Куча любимых для норвежцев сыров. Например, вот коричневый сыр с привкусом вареной сгущенки. Мы с Людой психанули, взяли целую гору коричневого сыра. Вообще на сыр не похоже. Как будто просто сгущенку ем. Хотя послевкусие такое, как будто сырное. Купить спиртное в Норвегии не только дорого, но и непросто. Только в магазинах Vinmonopolet.
которых только по 2 в городах, и ни одного в сельской местности. Но если уж удастся, то советую попробовать аквавит. Производится из картофеля и напоминает обычную водку. В нее просто добавляют ароматные специи. Самая дорогая разновидность напитка называется линье аквавит. Напиток перевозят по морю в южное полушарие и обратно. Он насыщается ароматом дерева и хорошо вымешивается. А на бутылке вы найдете номер корабля, которым перевозили партию. Исландия, Норвегия и Япония. Эти 3 страны единственные места, где можно попробовать мясо кита. И Тромсё – один из таких городов, в котором многие рестораны предлагают это мясо. У Норвегии есть квота, по-моему, 1500 китов в год максимум они могут поймать. Очень жесткое мясо. Запах печени, будто печенка какая-то. Очень тяжело переживать. На вкус тоже похоже очень на печенку какую-то. Рыбы вообще почти не чувствуется. Вечер последнего дня мы провели в безуспешном поиске Авроры. Проехав сквозь горы и опустившись к берегам поселка Скулсфьорд, мы стали выжидать. Мы с Людой, как 2 детектива, ждем Аврору. И готовы достать свои стволы и фоткать. Люда засыпала в машине, а я ставил фотоаппарат на штатив и надеялся еще раз, хоть ненадолго, хоть через камеру, но увидеть это незабываемое свечение. На данное время индекс составил всего 1. Вот сейчас 1 кп. Мы просто ничего не увидели. И даже через 50 минут будет всего 1,6. Это довольно маленький шанс увидеть. И очень слабое сияние. С пустыми руками мы приехали домой, чтобы согреться на нашем уютном чердаке. С котом под боком и чашечкой чая. Этим видео я хочу показать нечто больше, чем простые фотоны на магнитных полюсах, попавшие на матрицу моего фотоаппарата. Поставив перед собой лишь прагматическую цель увидеть собственными глазами северное сияние на звездном небе, я познал нечто более ценное. Как только мы оказываемся на природе, уходит все, что разделяет. Мы становимся равными. Работа, автомобиль, одежда, достаток, национальность перестает определять нас. Мы становимся просто людьми. Исследуя север Норвегии, я перенял часть их философии и надеюсь, мне удастся передать ее моему зрителю.